Всем привет, друзья! Рада видеть вас на своем канале «Советы для дома». У вас тоже дома стоит куча разных бутылочек для уборки. А теперь представьте, что половину из них можно заменить обычным уксусом. Да, тем самым, который стоит копейки. Он справляется с налетом, запахами и грязью не хуже разрекламированных средств. Сегодня покажу 9 способов использования уксуса, о которых многие даже не догадываются. Некоторые из них вас реально удивят. Первый способ – это то, что действительно выручает, если термос начал неприятно пахнуть. Берем примерно 250 мл горячей воды. И добавляем 2 столовые ложки уксуса. Закрываем термос и хорошо встряхиваем, чтобы раствор попал на все стенки. Оставляем буквально на 15-30 минут, а если запах был сильный, оставьте на дольше. После этого просто промываем термос чистой водой. Почему это работает? Запах в термосе появляется из-за бактерий и налета от чая или кофе. Уксус – это кислота, которая растворяет этот налет и убивает бактерии. В итоге запах просто исчезает, и термос снова как новый. Кстати, таким способом можно убрать даже застарелый запах, если оставить раствор на ночь. Второй способ поможет вернуть блеск смесителю буквально за пару минут. Берем обычную салфетку или тряпочку, смачиваем ее уксусом и просто протираем смеситель. Особенно хорошо пройдитесь по местам, где есть белый налет. Оставляем на 5-10 минут, после этого споласкиваем водой и вытираем насухо. Весь этот белый налет – это известь из воды. Уксус ее растворяет, поэтому поверхность становится чистой и снова блестит, без жестких губок и без дорогих средств. Если у вас на смесителе налет сильный, можно просто обернуть смеситель салфеткой с уксусом. На моем канале есть подробное видео, ссылочку оставлю в подсказке вверху справа. Третий способ – это удаление накипи в чайнике. Наливаем в чайник воду и добавляем уксус. Количество на глаз, в зависимости от того, сколько в чайнике было накипи. Доводим до кипения и оставляем примерно на 10 минут. Если налет в чайнике толстый, можно оставить дольше. После этого выливаем воду прямо в раковину. Накипь – это известковый налет из воды, уксус его растворяет и чайник очищается буквально на глазах. И, кстати, вы сейчас не просто воду из чайника выливаете, она ведь с уксусом. И когда вы сливаете эту воду в раковину, уксус одновременно очищает слив и убирает неприятные запахи. Так что получается 2 в 1. И чайник почистили, и слив. После этого просто хорошо сполосните чайник чистой водой, и все готово. Следующий способ – продлить жизнь букету. Дело в том, что в воде быстро размножаются бактерии, из-за них стебли хуже впитывают влагу. Уксус подавляет эти бактерии и слегка подкисляет воду, поэтому цветы дольше остаются свежими. Важно помнить, что этот способ подходит не для всех цветов, например, розы, тюльпаны, гвоздики, хризантемы и герберы хорошо реагируют на уксус, а вот для лилий, полевых цветов и орхидей он не подходит. Поэтому, если сомневаетесь, добавляйте совсем немного или используйте обычную воду. В литр прохладной воды добавьте примерно 1 чайную ложку уксуса и поставьте туда цветы. Не забывайте менять воду каждые 1-2 дня и подрезать стебли. Это усиливает эффект. Чтобы убрать посторонние запахи в холодильнике, смешиваем воду и уксус в равных частях и просто протираем этим раствором все полки и стенки. Особое внимание уделяйте углам и местам, где что-то проливалось. Запахи в холодильнике появляются из-за бактерий и остатков продуктов. Уксус их нейтрализует, а не просто перебивает запах, как многие средства. Поэтому холодильник реально становится свежим. Если запах сильный, можно после протирки оставить внутри стакан с уксусом на пару часов
И не переживайте, запах уксуса быстро выветривается и не остается в холодильнике. Если полотенца стали жесткими и начали пахнуть, дело не в том, что они старые. Со временем в ткани накапливаются остатки порошка, кондиционера и налет из воды. Из-за этого они становятся жесткими и начинают неприятно пахнуть. Чтобы решить эту проблему, просто налейте уксус в отсек для кондиционера в стиральной машине. Дальше запустите обычную стирку. Уксус растворяет все эти накопившиеся остатки, очищает волокна ткани и убивает бактерии, которые вызывают неприятный запах. В итоге полотенца снова становятся мягкими и свежими. Еще уксус прекрасно подходит для чистки микроволновки. Берем примерно 250 мл воды и добавляем 2 столовые ложки уксуса. Ставим в микроволновку и включаем на максимальную мощность на 5 минут. После этого не открывайте дверцу сразу, дайте пару минут постоять. Потом просто протрите внутри мягкой губкой или тряпкой. Во время нагрева образуется пар с уксусом, он размягчает жир и засохшие загрязнения на стенках микроволновки, благодаря чему все это легко снимается буквально одним движением. Если в микроволновке есть жирные точки, то для очистки используйте бумажные полотенца. Также уксус замечательно нейтрализует неприятные запахи, поэтому если в вашей микроволновке остался запах тушеной капусты или рыбы, попробуйте этот способ, он поможет вернуть ей свежесть. Солевые разводы на зимних сапогах тоже можно убрать уксусом. Чтобы приготовить чистящий раствор, в небольшой емкости смешайте воду и уксус в равных частях. Чистить нужно только сухую замшу, поэтому сначала хорошо высушите сапоги. Дальше возьмите щетку или сухую ткань и аккуратно уберите высохшую соль. Для обработки обуви возьмите ватный диск, смочите его в растворе, слегка отожмите и промакивающими движениями протрите разводы. Уксус – слабая кислота, которая растворяет солевые кристаллы и помогает убрать белые разводы с поверхности замши. Но важно использовать его только сильно разбавленным и очень аккуратно, иначе можно пересушить материал. Чтобы убрать лишнюю влагу, промокните обувь бумажным полотенцем или сухой тканью. Тепло может испортить замшу, поэтому сушить нужно без фена, без батареи, естественным образом при комнатной температуре. После высыхания расчешите обувь щеткой, это поможет вернуть ей бархатистость. Уксус прекрасно справляется с известковым налетом на плитке, поэтому в ванной комнате он просто незаменим. Берем бумажное полотенце, прикладываем к проблемному месту и сверху хорошо пропитываем уксусом. Оставляем примерно на 15 минут. После этого убираем полотенце и просто протираем поверхность влажной тряпкой. Этот белый налет – это известь из воды. Уксус ее растворяет, а полотенце удерживает раствор на месте и не дает ему высохнуть, чтобы он подействовал даже на сложные пятна. Вот такие 9 простых способов использования уксуса. Одна бутылка, а заменяет половину средств в доме. И при этом работает быстро, просто и без лишней химии. Напишите в комментариях, какой способ вы точно попробуете, или, может быть, у вас есть свои лайфхаки с уксусом, будет интересно почитать. Если видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео.